В интерьере могут быть функциональные предметы и нефункциональные. Мы, вообще-то, отдаем предпочтение первым, но и вторым место находится. Один из таких, даже названия ему нет. Назовем его набором указателей. Вот, например, его прообраз на российской полярной станции «Восток» в Антарктиде. Строго говоря, для гостей некоторые из них некой функцией обладают, например, при поиске уборной. Хотя в небольшой квартире этот поиск довольно быстро увенчается успехом и без указателя. Однако 2/3 стрелок укажут вам направление в места, скажем так, необычные. Они либо легендарные, либо придуманы авторами литературных произведений или даже комиксов, либо существовали когда-то, но потом что-то пошло не так. В любом случае, почему бы за точку отсчета пути к ним не принять стену нашего коридора? Для этого нужно немного взять и сделать эти указатели. И если вам интересно, как это сделали мы, смотрите. В нехорошем качестве видео, это правда. Для каждой надписи подбираем шрифты. Сравниваем разные варианты. Они должны хотя бы примерно соответствовать эпохе, культуре и географии конкретного места. Если это возможно, указываем расстояние в километрах. Распечатываем все на принтере. Для 10 указателей полагается оборотная сторона с основной информацией об объекте. Генерируем QR-коды со ссылкой на соответствующую статью в русской и английской Википедии. Подбираем иллюстрации. Файлов накопилось уже довольно много. Красим в серебристый цвет 3 листа обычной офисной бумаги формата А4, а после полного высыхания отправляем ее в принтер. Получилось 10 инфобаров, которые мы в целях защиты от истирания ламинируем обычной прозрачной скотч-лентой. По шаблону рисуем указатели на листе пластика толщиной 1,5 мм. Для 15 указателей нам потребуется 30 заготовок, которые мы будем попарно склеивать между собой. Вырезаем заготовки с помощью электролобзика и начинаем клеить. Используем старый добрый момент и палец. После склеивания вырезаем в указателях пазы и шлифуем их болгаркой. Работа шумная и ужасно пыльная, но иного решения найдено не было. Нам предстоит окончательная зачистка торцов уже в ручном режиме. После такой работы здорово качаются бицепсы и ужасно болит запястье. Не переусердствуйте, как завещал нам еще Шопенгауэр. Или Гегель, напишите в комментариях. Готово. А вот и вес указателей. Склеиваем между собой заготовки под будущие буквы. На тот же момент клеим на заготовки наши принты. Для основы мы взяли рейлинг, который обычно используется на кухне. А в качестве основы для указателя пригодилась картонная база от рулона самоклейки. Но это примерно как картонка в туалетной бумаге, только толще. Минимум отходов, экология, все дела. Пыльное дело распилить картонку на 15 частей, но до этого нужно обозначить линию для вырезов, в которые будут вставляться указатели. Крепим рулон к столу малярным скотчем и аккуратно ведем маркером вдоль стола. Получается очень ровная линия. Вот теперь можно пилить и шлифовать края.
Вот наши заготовки на этом этапе работы. Организуем вырезы, по краям сверлим, а вдоль режем с помощью гравера с насадкой для резки металла. Можно и обычным канцелярским ножом ограничиться. Обязательно шлифовка и подгонка по ширине. Мы еще на шаг ближе к заветной цели. Вот такой цели нам нужно достичь, но до нее еще очень далеко. Выпиливать мы будем на профессиональном лазерном плоттере. Да сейчас! Обычным ручным лобзиком, как в детстве. А для него нужно просверлить много отверстий, чем и займемся. В 5 домашних указателях буквы будут видны на просвет, и там тоже нужны многочисленные отверстия. Начинаем выпиливание с упрощения себе жизни. Сначала выпиливаются замкнутые участки, чтобы не заниматься ими тогда, когда маленькие и хрупкие заготовки уже отделены от листа. Ну а дальше все просто. Орудуем лобзиком. Бумага, к слову, хорошо отделяется, не оставляя следов клея. Предварительно шлифуем. Особенности некоторых шрифтов позволяют выпиливать слова целиком, но оттого работа много легче не становится. В домашних указателях используем принципиально иной дизайн, но последовательность работ все та же. Опилок и мусора при этой работе образуется очень много, как и предупреждал Фейербах. Вот как выглядит результат на этом этапе. Кстати, масса заготовок существенно не изменилась. И только теперь мы пришли к тому, с чего начали эту главу. В серебристый цвет нам предстоит покрасить 10 указателей, 10 держателей для этих указателей и 2 декоративные накладки на кронштейны, которые будут крепить всю нашу конструкцию к стене. Это не то же самое, что бомбить стены граффити, хотя что-то похожее есть. Пока сохнет акриловая краска, приступаем к покраске 5 домашних указателей. Эта водно-дисперсионная черная краска по высыхании становится матовой. Ей уже красим и 5 держателей для указателей. Этой же краской обрабатываем торцы выпиленных букв. А лицевую часть красим маркером на спиртовой основе. Он, в отличие от матовой краски, наоборот, сохраняет присущий пластику глянец. Поклейку начинаем с так называемых задников указателей.
Нарезаем наши инфобары. И клеим их на все тот же клей, соблюдая 15-минутную паузу на высыхание. Приступаем к наклейке букв. В тех случаях, где особенности шрифта позволяют сделать это одномоментно, одним блоком, особых проблем нет. А вот чтобы точно соблюсти интервалы там, где есть сегментация, прибегаем к лисьей хитрости. Берем лист, из которого мы в свое время выпилили эти буквы, и первым делом клеим два направляющих символа. Даем им время на высыхание, после чего наш лист превращается в удобный трафарет. Ошибиться в этом случае просто невозможно. Создаем давление. Ну вот и все на этом этапе. Следующий наш шаг – надежно прикрепить указатель к своему держателю. Для этого мы нежно фиксируем каждый из 15 указателей в тисках, после чего промазываем место соединения изнутри санитарным силиконовым герметиком и даем сутки на высыхание. Наступил этап предварительной примерки. Он необходим для того, чтобы расположить указатели в гармонии друг с другом. Дело в том, что большинство из них указывают реальное направление, проверенное нами по сторонам света, и они должны быть рассредоточены максимально красиво. Все самое великое в России совершается на кухне. Разделять указатели призваны оцинкованные шайбы из Леруа с внутренним диаметром 16 мм по внешнему диаметру рейлинга. Шайбы нуждаются в надежной фиксации с тем, чтобы каждый указатель мог вращаться независимо, не уводя за собой остальные. Крепить шайбы будем также на силиконе. В этом деле главное терпение. Каждой надо дать срок, чтобы герметик набрал прочность. Размещаем штангу ближе к батарее отопления. Вблизи источника тепла герметик набирает прочность чуть-чуть быстрее. Теперь нам необходимо отпилить излишек рейлинга, и мы делаем это. Обращаемся к нашим кронштейнам, которые, если вы помните, мы уже успели покрасить. В них нужно интегрировать болты диаметром 6 мм, для чего в пластиковых накладках намечаем и впоследствии сверлим сквозные отверстия. С нижним кронштейном просто. Крепим его в уровень и выставляем болт с двумя удлиненными гайками. На них и сядет рейлинг. С верхним кронштейном мороки больше. Решаем уже внутрь него вклеить удлиненную гайку с помощью все того же силиконового герметика. До полного высыхания центруем ее обычной зубочисткой. Вот так болт будет надежно крепить рейлинг к верхнему кронштейну. Вот вся эта система еще без декоративной накладки. А вот наш крепеж уже полностью готов.
Теперь у нас есть портал в самые интересные и неожиданные места на планете и даже за ее пределами. Мы пока не знаем, какие наши интерьерные решения покажутся вам интересными и как часто мы сможем выкладывать ролики, но вы все равно можете на нас подписаться, и тогда вы точно ничего не пропустите.